Добрый вечер всем. Меня зовут Наста Базар, я буду сегодня модераторкой. Сегодняшнее мероприятие у нас проходит в рамках проекта организации Аустауш при поддержке МИД Германии. И сегодня спикерками в этой дискуссии будут Ольга Горбунова, представительница по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси, и Анна Лимонтова, координаторка проекта в немецко-швейцарской правозащитной организации Libereca Partnership for Human Rights. Сегодня у нас непростая тема. Это тема политзаключенных, но с таким гендерным аспектом. Мы сегодня будем говорить именно про политзаключенных белорусок, и не только белорусок, которые являются политзаключенными в Беларуси, женщины, которые пострадали от режима Беларуси. И я буду задавать вопросы, и мы будем дискутировать. Если у вас есть желание задать вопрос, вы можете написать в чате, либо поднять руку. Еще раз повторю, что ведется запись, поэтому имейте просто в виду, если вы хотите включать, либо не включать камеру. Ну что же, начинаем. Оля, добрый вечер. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я думаю, что все, наверняка все знают, но тем не менее Оля, помимо того, что представительница, также имеет опыт заключения, поэтому будем обращаться к тебе сегодня, Оля, еще и как к человеку, которая прошла этот опыт. Вот. И, собственно, первый вопрос – это как раз особенности политического заключения женщин. С чем сталкиваются женщины и почему женщины – это особо уязвимая группа, в том числе в политзаключении? Спасибо большое за вопрос. И спасибо всем, кто подключился. Там уже в чате нам всем пришел привет из Шотландии, привет, Ирина. И все остальные, кого я знаю и кого не знаю. Мне кажется, что тема политзаключенных, она, в принципе, нелегкая тема. Мы часто можем читать новости о политзаключенных, например, в телеграм-каналах правозащитного центра «Весна» или различных фондов солидарности, которые собирают помощь для политзаключенных и их семей. Но в целом, когда нет никаких событий, типа марафона, например, в июле этого года, то, наверное, стоит сказать, что не так много готовности, смелости писать об этой проблеме, в том числе у журналистов, потому что, наверное, с большего мы, как белорусское общество, немножко потеряны, растеряны в этой части, потому что все становится только хуже. Репрессии не сбавляют обороты, политзаключенных с каждым днем становится все больше. И это, конечно, наверное, влияет на мотивацию большинства, скажем так. Но, на мой взгляд, говорить об этом, безусловно, очень важно, потому что кто, если не мы? Говоря про условия содержания женщин в заключении, которые преследуются по политическим мотивам, мне хотелось бы, наверное, в первую очередь обозначить такую проблему, как то, что мы не знаем, сколько у нас женщин находятся в заключении по политическим мотивам. Это не уникальная ситуация, мы, в принципе, имеем мало представления о том, что происходит в стране, потому что люди находятся в огромном страхе, они не сообщают правозащитникам, они не афишируют свои кейсы, дабы, наверное, у их близких была хоть какая-то возможность пройти через этот опыт с наименьшим вниманием в паблике, и был хоть какой-то шанс получить минимальный срок или возможность выйти на химию. Но на самом деле, когда мы говорим, сколько политзаключенных женщин, мы не знаем. Мы знаем, что их уже более 1000, тех, кто подверглись уголовному преследованию, начиная с 2020 года. Мы знаем, что сейчас в районе 200 человек находятся в местах несвободы, но оценить масштаб катастрофы не представляется возможным. Мы знаем только про верхушку айсберга. Более того, мне кажется, есть еще такая проблема, связанная с тем, что публичные, скажем так, знаменитые женщины, политзаключенные, они у нас на слуху, потому что у них есть активные родственники, которые адвокатируют их интересы. Например, Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой, которая уже 4-й год ездит по этой планете, рассказывает про свою сестру.
Мы знаем, например, такие сообщества, как журналистское сообщество или адвокатское, которое также много адвокатирует, и мы знаем про эти кейсы. Но кто остальные сотни женщин, которые находятся в заключении, мы не знаем. Мы не знаем ничего про них. Я предполагаю, что с большинством их семей даже не установлена связь. И эти люди остаются наедине со своей бедой. Говоря про условия содержания, мне кажется, важно говорить о том, что это большой миф, что авторитарный режим не использует насилие в отношении женщин. Нам казалось в 2020 году, что если мы выйдем в белых платьях, босиком, с цветами, это не то чтобы гарантирует, но это как бы сделает эту ситуацию открытого физического прямого нападения невозможной. И так было какое-то время, и у нас была возможность вернуться на улицы наших городов. Но есть уже очень много пострадавших и очевидцев, которые рассказывали, что в момент задержания женщины точно так же подвергались насилию, точно так же подвергались сексуализированному насилию, они подвергались угрозам. Часто женщинам угрожают не только насилием, но и угрозами в адрес их детей, в адрес несовершеннолетних детей. Постоянная угроза потерять детей. У нас есть кейсы, когда политзаключенные теряли родительские права, теряли опеку над своими детьми. Что касается условий содержания, наверное, важно сказать, что все-таки у женщин есть в том числе такие уникальные потребности. Например, если даже не говорить про какие-то элементарные бытовые вещи, типа прокладок и так далее, то вот сейчас октябрь – это месяц повышения осведомленности об онкозаболеваниях, о раке молочной железы. И наверное, это самое страшное, потому что мы прекрасно знаем, что в сезоне передают лекарства, и там нет доступа к врачам. Мы знаем, что, находясь длительное время в колониях, женщины не могут своевременно обращаться к гинекологу, к маммологу и так далее. И вот это драгоценное время, которое нужно для того, чтобы узнать что-то про свои диагнозы. А мы знаем, что такие стрессовые, травматические события, они в том числе провоцируют появление онкозаболеваний. Они не позволяют делать своевременный мониторинг здоровья, и это приведет, конечно, к катастрофическим последствиям, когда несвоевременное выявление диагнозов будет грозить серьезными последствиями для здоровья, а, возможно, утратой здоровья и жизни. Наверное, стоит сказать, что женщинам точно так же, как и мужчинам, тяжело переживать такие события, как ШИЗО, карцера, этапы. Мы знаем много кейсов, когда женщины отправлены на принудительное психиатрическое лечение, как, например, вдова Зельцера. И мы знаем о том, какого уровня психологическая, психотерапевтическая помощь в местах несвободы, и, безусловно, это влияет. Наверное, стоит сказать, что очень много женщин были осуждены к ограничению свободы, а не лишению, и тогда это становится таким слепым пятном. Женщины, которые выходят на домашнюю химию, они перестают быть политзаключенными для части правозащитных инициатив, для той коалиции, которая, правозащитный центр «Весна», БХД и остальные. И это тоже такой интересный момент, когда мы считаем, что ограничение свободы равно свобода, что не есть правда. Также, наверное, стоит вспомнить о тех женщинах, которые обеспечивают тюремный менеджмент. Это жены, сестры, матери. Такие данные, по крайней мере, дают правозащитные инициативы и помогающие организации. Зачастую люди, которые остаются в стране, в принципе, в заложницах, потому что кто еще, кроме них, поможет их близким, которые находятся в заключении. Это ложится, безусловно, огромным грузом и огромным риском, как мы, например, видим по кейсу Дарьи Лосик, которая помогала и поддерживала своего мужа и при этом сама теперь находится в заключении, потому что постоянно быть на виду у системы, постоянно носить передачи, обжаловать, писать какие-то заявления, либо дать интервью, это уже является преступлением. Поэтому
С одной стороны, наверное, огромная часть картины, в ней нет отличия от того, как содержатся мужчины, как содержатся женщины, но вот эти определенные факторы уязвимости, они, безусловно, присутствуют. И еще раз повторюсь, это здоровье, это наличие детей. А мы прекрасно знаем, что из всех задержанных у нас огромное количество мам, которые самостоятельно воспитывали детей до задержания. У нас есть мамы в разводе, у нас есть многодетные мамы. И, наверное, стоит, безусловно, еще вспомнить про ЛГБТК плюс сообщество. Мы знаем, какому преследованию подвергаются гомосексуальные женщины в колониях. Мы знаем, что оперативные сотрудники используют эту приватную информацию против заключенных. Они натравливают, скажем так, других заключенных, которые есть в колониях, и это ведет к провоцированию конфликтов, провоцированию нападений. И про такие кейсы нам тоже известно, как, например, кейс Виктории Кульша и кейс Полины Шаренда-Панасюк, которую, возможно, не напрямую, но избивали по, скажем так, вследствие сотрудничества с оперативными сотрудниками другие заключенные. Наверное, для начала это самые главные вещи, которые я хотела обозначить для сегодняшней дискуссии. Пока послушаю тоже еще. Спасибо. Спасибо, Оля. Для начала и уже можно задуматься о многом. Спасибо за то, что ты сказала. И мне очень понравилась вот эта мысль о том, что была надежда, да, что авторитарный режим не будет использовать насилие против женщин, но, как показала история, не только насилие, но и все те стереотипичные как бы истории, они используются, да, например, те же дети. Я на данный момент, поправьте меня, это, конечно же, ни в коем случае не обесценивает страдания мужчин, находящихся в заключении, но тем не менее, я не знаю, вернее, кейсов, может, они были, когда мужчину шантажировали либо запугивали детьми, но при этом мы знаем очень много историй, когда женщин, активисток, особенно тех, кто проявляли активную гражданскую позицию, запугивали детьми, запугивали лишением прав и так далее. Спасибо большое, Оля. Я думаю, что дискуссия дальше пойдет. Аня, я бы хотела к тебе обратиться как к человеку, который помогает уже тем, кто и все время я в этот момент не знаю, как говорить, потому что тем, кто вышел, ну, как бы, да, у нас есть те, кто отбыли срок полностью, но их все-таки, я думаю, что даже не 50% из всех, кто имели опыт заключения, да, потому что большая часть людей – это люди, которые вынуждены были нелегально пересекать границу, большая часть людей – это те, кто вынужденно уехали до и как бы не успели условно стать политзаключенными. Тем не менее, это люди, пострадавшие от репрессий. И, Аня, расскажи, пожалуйста, про вашу деятельность. И самое главное, наверное, что сегодня я бы хотела тебя услышать, это все-таки как стоит поддерживать, и к этому потом вернемся еще с Ольгой, обсудить, как стоит поддерживать людей, у которых есть такой опыт. Как поддерживать, не знаю, наверное, меня лично в том числе волнует, как поддерживать людей, у которых кто-то сейчас находится в заключении, и как поддерживать людей, у которых был опыт заключения. Здравствуй, Настя. Здравствуй, Оля. С Олей мы знакомы, недавно встречались по рабочим вопросам. Здравствуйте все, кто присутствует. Очень приятно всех здесь видеть. Я, наверное, начну свой рассказ, поддержу Олю, которая говорила о том, что самое страшное – это когда у женщины есть дети, и мы работаем, либо Река работает с политзаключенными и с людьми, которые вышли из тюрем. И мы много разговариваем, много слушаем, и вот всегда происходит, или всегда ты слышишь такую фразу, что если у тебя нет детей, тебе повезло. Потому что дети в случае с женщинами являются огромным рычагом давления, да, и все, кто сидит в тюрьмах, это для них такая ахиллесова пята, это их дети, это во-первых, да. А во-вторых, очень часто они говорят, что женщины все равно подвергаются большему как моральному, так и физическому насилию. Это происходит из-за того, что, как одна из бывших политзаключенных сказала, это происходит из-за того, что, наверное, у нас все-таки мужское государство, да. И
мужчины в тюрьмах, будь то просто заключенные или политзаключенные, у них все равно есть какая-то дистанция, или там у начальников тюрьмы есть какая-то дистанция к мужчинам, которые сидят, потому что ты не знаешь, кто будет этот мужчина завтра и как тебе может прилететь, да, от человека, который вышел на свободу. С женщинами же такого нету, и поэтому над женщинами издеваются намного больше, как в моральном, так и физическом плане в каком-то, да. Женщинам женщин заставляют разгружать, например, фуры с овощами, которые приходят в тюрьмы, да, и там мешки по 30 килограмм, худенькие девочки, которые не получают должного питания и должного там поддержки медицинского здоровья, они разгружают эти фуры и так далее и тому подобное. И об этом можно разговаривать долго. И это очень грустно, это очень больно. И каждый раз, когда ты слушаешь такие истории, в конце я лично начинаю плакать, потому что это очень трогает. А теперь вернемся, Настя, к твоему вопросу. Либерека — это швейцарская немецкая организация. Наверное, многие из вас о ней слышали. Мы занимаемся поддержкой прав человека в Украине и в Беларуси. Я лично сама белоруска, работаю по проектам с Беларусью, и мы помогаем людям, которые находятся как в заключении. Наша программа «Вестей Баю» — это поддержка семей политзаключенными, парламентариями Германии и стран Европы, когда парламентарии берут на себя, так сказать, обязанность быть крестным каким-то из наших политзаключенных. Эти семьи иногда, я не знаю, как у кого как происходит, они получают как денежные какие-то, какую-то помощь или просто какую-то письменную помощь. И парламентарии очень часто на каких-то встречах с другими парламентариями или еще где-то они указывают, что они являются тем или другим, являются крестным того или другого политзаключенного. Это означает, что политзаключенные все равно на слуху, и все равно о них говорят. Да, это очень большая такая информационная поддержка. Плюс Либерека делает различные проекты, которые помогают не только политзаключенным, но и людям, которые работают в различных проектах с политзаключенными, с людьми, которые вышли на свободу. В 2020 году мы создали такую социально-психологическую поддержку «Феникс», да, и «Феникс» помогает людям пережить стресс, пережить, как это правильно сказать, пережить все, что на них свалилось, да. Вот, я могу назвать какие-то маленькие цифры, что сделал «Феникс» за 22 год. «Феникс» провел 2500 кризисных консультаций для более чем 500 людей. «Феникс» провел 100 и оффлайн тренингов о том, как лучше справляться со стрессом и травмами. В этих тренингах принимали участие группы от 10 до 50 человек. Они провели 65 встреч для 13 групп психологической поддержки, в которых участвовало онлайн 80 волонтеров из разных городов Европы. Мы организовали 5 выездных мероприятий. Это антистресс-семинары и восстановительные ретриты для волонтеров и активистов и так далее и тому подобное. Но если мы будем говорить, какая помощь нужна, да, вот, конечно, нужна в первую очередь людям, которые выходят, это психологическая помощь. Как сказала мне сегодня одна бывшая политзаключенная, с которой я созванивалась специально перед этой дискуссией, она мне сказала очень хорошую фразу. Политзаключенным нужно после того, как они выйдут, купить время. Это такое, наверное, банальное словосочетание «купить время», но оно, наверное, бесценно, потому что человек, который выходит, ему в первую очередь нужен покой. Да? Он должен убежать, уехать из страны, а потом у него должно быть время, чтобы восстановиться хотя бы чуть-чуть, как физически, так и морально. Да, и в первую очередь, конечно, это
вот психологические такие вещи, которые оказывает Феникс. Ну и, конечно же, это какая-то материальная помощь. Нужно писать больше проектов, нужно везде ходить, стучать, просить все европейские страны, все европейские правительства о том, что политические заключенные — это наша самая большая боль, и ее нужно как-то хотя бы немножко приглушать. Аня, спасибо большое. Ты упоминала как раз Феникс и то, что Либерека с 2020 года работали с белорусами, белорусками, и я знаю это на своем опыте, потому что я вынуждена уехала в Киев и как раз-таки работала и с Имки, и с Татьяной, и только в этот момент, простите, пожалуйста, уважаемые слушательницы и слушатели, я вспомнила, что я не предупредила в начале, да, к сожалению, Имки заболела, я надеюсь, что это не корона, которую она подозревает, но именно поэтому вместо Имки сегодня у нас Анна из Либерека. Поэтому да, я могу сказать на своем примере, что Феникс — это достаточно такая крепкая организация, инициатива, да, которая помогает большому количеству людей, в том числе белорусам, белорусским. И, пожалуйста, имейте это в виду, даже если вам кажется, что кому-то нужнее, это тоже такое, это уже от тех, особенно у кого нет опыта заключения, да, даже от тех, у кого есть опыт заключения, часто слышу, что ну вот им нужнее. У меня есть сейчас контакт одной политзаключенной, которая отбыла срок, но ее сокамерница — это моя подопечная, и каждый раз, когда я пытаюсь помочь человеку, который уже выехал, она говорит: нет, давай туда, давай все туда, но при этом я понимаю, что у человека тоже был опыт, человеку тоже нужна поддержка. Спасибо большое за фразу «купить время». Мне кажется, это очень емкая фраза, которая очень многое объясняет. Вот, тем не менее, очень рекомендую всем, и тем, у кого был опыт заключения, и тем, у кого не было, пожалуйста, заботьтесь о своем психологическом здоровье и обращайтесь в том числе в Феникс. Спасибо большое за вашу работу. Я хотела бы еще уточнить по поводу вот крестных, по поводу этой программы. То есть правильно ли я поняла, что они самостоятельно выбирают вид помощи? Это может быть только информационная помощь, это может быть финансовая помощь, это уже на усмотрение непосредственно самих крестных. Да, это может быть как финансовая, так и информационная. Они сами выбирают себе подопечного. Мы просто пишем депутатам парламента и говорим, что не хотели бы вы стать крестным. Вот, пожалуйста, у нас есть список, выберите себе человека. И, конечно, парламентарии очень занятые люди и так далее и тому подобное, но многие действительно проявляют интерес и спрашивают, как можно связаться с семьей, как можно пообщаться, могу ли я кому оказать какую-то материальную помощь. Вот, например, завтра, нет, не завтра, в четверг я и мой коллега, я буду переводить, это будет созвон с депутатом из партии ЦДУ, с семьей одного политзаключенного, где он хочет поговорить с семьей, спросить, чем он может помочь, как можно им передать деньги и так далее и тому подобное. Спасибо. Еще один момент. Я вспомнила, собственно, мы можем тогда переходить к следующему вопросу. Это непосредственно защита прав политзаключенных. Такой момент, Оля очень точно заметила, что, собственно, обслуживание по факту, ну, грубо говоря, тюрьмы лежит тоже на плечах женщин, потому что чаще всего женщины намного сильнее включаются. К сожалению, это конкретно пример, который у меня тоже перед глазами, когда люди, которым я бы хотела, например, пополнять счет, они занесены в список террористический, и я не могу этого сделать, но все, кто есть рядом, это мужчины, с которыми не очень хорошие контакты, которые не будут этого делать, скорее всего. И, ну, вот я эту фразу почувствовала иначе, словив себя на мысли о том, что возможно, большое количество женщин, попадая в тюрьму, действительно не имеют той поддержки, которая есть у мужчин, просто потому что рядом с мужчиной женщина. И, собственно, про защиту прав. Следующий вопрос. Оля, Аня рассказала про Либрека. Оля, расскажи, пожалуйста, кто в поле вообще занимается защитой прав политзаключенных? Что в этой сфере стоит, не знаю, добавить, еще сделать или на что обратить внимание, на твой взгляд?
Спасибо. Я, наверное, сначала хотела бы прокомментировать твои последние слова. И я сейчас подумала, что права политзаключенных, они как-то напрямую у меня увязали сейчас с правами женщин. И ведь на самом деле как бы долгое время такие дискриминационные штуки в нашем белорусском обществе в отношении женщин, как, например, список из 88 запрещенных профессий для женщин или разница в оплате труда, которая в Беларуси, ну, на самом деле очень большая, даже в IT-секторе. Это же все влияет на самом деле, например, на способность женщины нанять себе адвоката. Да? Ну вот, например, я, когда меня задержали, у меня не было приготовленной суммы. И, честно говоря, это был самый большой страх в СИЗО, когда я думала, что теперь все эти финансовые вопросы будет решать моя мама там, с ее зарплатой в 500 рублей на заводе. И, ну вот, как по мне, эти права, они очень пересекаются в этом месте, потому что у женщин действительно меньше финансовых возможностей, чтобы пережить такое заключение. То, о чем ты, Наста, сказала, и мы это очень часто в камере обсуждали, когда не всегда есть те, которые будут тебе помогать в заключении. Ну, например, мне повезло, у меня была мама и сестра, да, там и подруги, которые поддерживали их, но на самом деле мы постоянно обсуждали, что если бы не было женщин по другую сторону забора, то вообще непонятно, кто бы о тебе заботился. И вот я практически уверена, что заботы о женщинах, может быть, ее и не меньше в тех ситуациях, когда есть иные женщины, которые могут позаботиться, но они явно, ну, они явно меньше, если женщину бросили, например. Я знаю, что есть вышедшие политзаключенные, которые пережили в том числе и развод, разрыв отношений, когда они находились в местах несвободы. И как бы, мне кажется, это тоже, ну, такое про уязвимость. Я думаю, что есть еще такое стереотипное патриархальное представление о женских ролях в обществе. И мне кажется, что очень много политзаключенных женщин сталкивалось с таким обвинением. Ну, вот это то, с чем сталкивалась я. Ну, что надо было с ребенком дома сидеть, если я так люблю дочку, и никуда не лезть, да, а не ходить там по улицам города и непонятно чего требовать. И мне кажется, вот эти гендерные стереотипы, они в том числе используются против. Ну и вообще, наверное, исходя из своего жизненного опыта, мужчины чаще готовы, например, к насилию, ну, потому что в нашей культуре, в наших традициях это что-то такое мальчуковое, да, там бегать, лазить по деревьям, драться и так далее. И мне кажется, тот уровень травмы, который переживают женщины, которые сталкиваются с прямым насилием в момент задержания, в СИЗО или в колониях, он, ну, он такой более критичный. И, ну, вот тут да, вопрос про психологические последствия. Вот. Что касается, кто и как занимается, ну, я, по крайней мере, вижу, что все правозащитные инициативы, фонды солидарности и так далее не делают разницы между мужчинами и женщинами. Я вижу, как много инициатив пишет специально о женщинах, особенно в какие-то знаковые дни, фиксируют события в отношении женщин-политзаключенных, которые происходят там в тюрьмах, новые сроки или какие-то новые кампании солидарности. Ну вот, например, компания, к которой присоединилась я, которую делает «Страна для жизни» и «Диссидент Байбак», «Все не будут вольные». Я вот сегодня шла, вспоминала, там очень много женщин, которых взяли под опеку. Например, моя подопечная – это Галина Дербыш, пенсионерка из Обухова, женщина с инвалидностью, болезнями сердца, онкозаболеванием. Очень тяжелая история. И
Я вспомнила много женщин, которые в рамках этой кампании получили как бы своих опекунок и опекунов, но, наверное, я бы все-таки говорила о том, что необходимы специализированные либо программы по сбору средств, либо отдельные инициативы, например, такие как «Политвязанка», которая фокусируется именно на сборе помощи и на таком медийном, скажем так, продвижении кейсов, именно связанных с женщинами-политзаключенными. Есть Белорусский женский фонд. У меня с ними нет прямой связи, к сожалению, но я регулярно вижу там, как обновляются их аккаунты, и это тоже как бы очевидно является их фокусом, но, на мой взгляд, как бы такой работы, ну, как бы не будет достаточно, потому что очень много женщин находятся в заключении, и, к сожалению, это работа как у кондитеров. Наверное, нужна будет еще очень долгое время. Я уже говорила, да, что есть инициативы, которые говорят в рамках своих сообществ, там, журналистском, медицинском, там, активистском или юридическом, они продвигают информацию по своим кейсам, но что делать ну, с тем, что это сотни женщин, оказавшихся в заложниках. И мне кажется, что еще важно говорить про то, что весь вопрос помощи политзаключенным, он свелся к вопросу помощи. Ну вот я часто говорю там фразу, что мы сотрудничаем, ну, там, держим связь с 25 фондами и организациями помогающими, но тут важно понимать, что это организации, которые помогают. Почему у нас нет, например, 25 организаций, которые занимаются вопросом освобождения? Ну, то есть, как бы для меня это, ну, я понимаю, почему так вышло исторически, потому что вот уже идет 4-й год, у нас нет успешных кейсов, мы как будто бы разочаровались, мы в отчаянии, мы не верим, что наши действия могут привести к реальным изменениям, например, в условиях улучшения условий содержания в местах несвободы. Это такая мини-цель, да, чтобы просто политзаключенным вернули право на переписку, право получить свидание. Например, моя сокамерница, моя подруга Даша Афанасьева, она была лишена в этом месяце длительного свидания с родителями, потому что поделилась мороженым. Ну, это запрещено в колониях, угощать кого-то чем-то и делиться. У них там свои правила по отчуждению имущества. Вот. И получается, что мы не предпринимаем никаких усилий, чтобы влиять на хотя бы улучшение содержания политзаключенных, не говоря уже про вопросы, связанные с поиском пути освобождения их. То есть все наши силы как гражданского общества, они сейчас сведены только к помогающей функции, ну и к адвокатированию. Но будем честны, 80% нашей адвокации – это соцсети, СМИ, 20%, предположу, это все-таки те активисты и активистки, кто ездит в какие-то поездки, встречается с какими-то там парламентариями, с какими-то дипломатами, депутатами, ну, кто-то с президентами. Но как бы в целом мы свели весь этот вопрос только к поиску помощи, которая важна, которая необходима, которой крайне недостаточно. Это не значит, что этого не нужно делать. Нет, это нужно делать как можно больше. Аня, я полностью согласна с твоими словами. Нужно больше писать проектов, нужно больше искать инструментов, которые помогут нам собирать ощутимые средства и поддерживать работу помогающих организаций, инициатив, фондов. Вот. Но все ли это, что мы можем делать и что мы должны делать? Нет. Я считаю, что мы не дорабатываем, нас очень мало. И в эту тему приходят считанные люди. Этим занимаются правозащитники, этим занимаются активисты и активистки, этим занимается ряд медиакоманд, ну, например, там Политзекми, да, которые сейчас позиционируют себя как такое медийное, адвокативное что-то. Это реально, если нас всех объединить,
то может быть несколько сотен человек. Но это даже не 1% от всех нас, кто, например, в изгнании, ну и уж тем более не 1% вообще от белорусов и белорусок. Поэтому вроде как много кто занимается, и можно много с кем кооперироваться и создавать какие-то новые продукты, новые идеи, новые проекты. Вот. Но в целом, конечно, ну, как мой такой взгляд за эти 10 месяцев, что нас недостаточно, нам нужны новые силы, мы все выгораем, мы не успеваем, мы не справляемся. И как сделать эту работу, ну, скажем так, привлекательной для тех людей, которые имеют какие-то профессиональные компетенции хорошие, да, и могут привносить вот эти новые силы, идеи. Я не знаю, у меня нет, наверное, на данный момент такого вопроса. Но думая про то, кто и как занимается оказанием помощи политзаключенным, адвокацией и так далее, мне кажется, еще очень важно понимать про потребности. А потребности, они масштабные. Политзаключение, оно влияет на все сферы жизни человека. На все. Ну, то есть мы вот с вами тут обсудили психологическое состояние, здоровье, там необходимость юридической помощи, необходимость поддержки семей. А что насчет трудоустройства? Я собиралась отбывать спокойненько себе домашнюю химию. Я получила новую профессию, закончила курсы бариста, и меня никто не хотел брать на работу. На этой неделе вышло несколько материалов в СМИ, ну и у «Весны», по словам очевидцев, которые точно так же пытались в Минске, даже в крупных городах трудоустраиваться после того, как выходили. Это практически невозможно. Люди с высшим образованием, люди с многолетним опытом работы, единственное, на что могут сейчас претендовать в стране, это низкооплачиваемый, неквалифицированный труд. И то нужно постараться еще убедить работодателя тебя взять, потому что у них точно такой же будет договор, как с тобой, с твоим РОВД. То есть они будут подавать ежемесячно графики твоей работы, они будут на постоянной связи, они имеют определенные обязательства перед милицией, и абсолютно не все хотят с этим сталкиваться. А что уже говорить про вышедших политзаключенных, которые в эвакуации? Ну, то есть ты не знаешь языка, у тебя хрупкий статус, ты ждешь, там, не знаю, в Литве, ты полгода не можешь работать, пока ты подаешься на международную защиту, не знаю, как в Польше и в других странах, но уверена, все очень нелегко везде, в той же Германии. И получается, что мы как бы, вот классная фраза «купить время», а что делать, когда его вообще катастрофически нет? Тебе нужно что-то есть, тебе нужно смотреть за своими детьми, тебе, ну, нужно вот это все делать, и тебе нужна работа, и ты не можешь ее найти, или ты можешь найти только очень низкооплачиваемую работу на рынке труда. Ну, то есть как бы тут очень много проблем. И, наверное, еще отдельно хочу сказать про тему, о которой мы сегодня еще не говорили. Это ментальное состояние после заключения. И мы знаем прекрасно такие кейсы, когда в том числе женщины, прошедшие через заключение, спиваются. Они начинают употреблять наркотики. Мы знаем, что в этой ситуации они не могут осуществлять адекватный уход, опеку над своими детьми. Мы знаем, что уже такие кейсы есть в Варшаве, когда абсолютно левые чужие люди вынуждены заниматься детьми репрессированных белорусок. И ну, вот это как мы будем решать и как мы будем искать помощь для таких людей, это тоже очень большой вопрос, потому что это полноценная система реабилитации, по сути, должна быть уже, потому что «Весна» на прошлой неделе подала 1200 плюс. Это люди, которые уже вышли из мест заключения, полностью отбыв наказание, либо не отбыв его, но сбежав, ну, там, с химией. И последнее, о чем мы еще сегодня не говорили, это насилие, которое продолжается после освобождения.
Таких очень много было кейсов в Литве, когда вышедшие политзаключенные сталкивались с домашним насилием. Семьи, которые не справились с этим кризисом, семьи, где были уже признаки домашнего насилия до задержания, безусловно, это не самое ресурсное время, чтобы в семье исчезло домашнее насилие. И у нас есть очень много задокументированных случаев, когда женщине агрессор угрожает изъятием ребенка, угрожает лишением родительских прав. Если женщина хочет предпринять попытку к эвакуации в другую страну, они не отпускают детей, они угрожают, шантажируют, они оскорбляют. Более того, у нас есть кейсы в Литве, когда речь идет о прямом физическом нападении, избиении, и высшим политзаключенным очень сложно принять решение, например, обратиться в полицию в странах Евросоюза, потому что, во-первых, ну и что это полиция, а не милиция? Это, в принципе, после СИЗО, после колонии запредельный опыт. Ты просто больше не хочешь никогда в жизни с ними связываться. Во-вторых, ты в чужой стране, ты не знаешь, какие у тебя права, ты боишься депортации. В-третьих, ты не знаешь законов этой страны. По сути, тебе нужен бы русскоговорящий адвокат, который бы тебя проконсультировал, успокоил, сказал, что у тебя есть права, ты можешь обратиться в полицию. Это все создает вот эту дополнительную уязвимость для женщин, которые подверглись насилию в Беларуси, а потом подвергаются еще насилию в отношениях, уже будучи в условной безопасности в странах ЕС, либо в любых других странах, без возможности себя защитить. Спасибо, что послушали. Спасибо тебе. Я, несмотря на то, что достаточно плотно мы сотрудничаем в других проектах, скажем так, я сегодня услышала первый раз от тебя эту мысль. Я хотела, наверное, уточнить. В общем, очень много есть вопросов. По поводу, почему у нас нет 25 организаций по освобождению? Честно говоря, я про это вообще ни разу не подумала. Безусловно, это ни в коем случае не в ущерб и не в обесценивание организаций, которые существуют, которые помогают, потому что эти организации делают очень много, но я очень согласна с Олей по поводу того, что нас объективно слишком мало. И тут, наверное, первое, это, моя рефлексия. Я в шоке от этой идеи, но я подумала, действительно, почему так? Потому что у меня ощущение, что это все равно ни к чему не приведет, а в помощи хотя бы ты будешь, понимать, что ты помогла, собрала деньги, передала, или вот передачу, или та же компания, в которой тоже я тоже являюсь попечителем, или как это правильно назвать, попечительницей заключенных. Тем не менее, Опекункой. опекункой, да, спасибо. Я что-то подвисла. Я просто представила, как было бы здорово, если бы у нас было действительно еще плюс 25. Если бы у нас было плюс 25 помогающих организаций, давайте начнем с этого, потому что те, кто есть, либо больше ресурсов у тех, кто есть. И плюс еще 25 организаций, которые занимались бы только исключительно вопросом освобождения. Мне кажется, возможно, это бы как-то нас приблизило к желанию. Не к желанию, а к желаемому результату. Аня, и у меня тут к тебе вопрос. Как белорусские, как кто работает с белорусами, белорусками? Как ты думаешь, почему так? И можем ли мы что-то изменить, чтобы все-таки включалось большее количество людей? Потому что я сама всегда говорю о том, что это нормально иметь выбор. Я знаю многих людей, которые, уехав, вот Оля говорила там про работу, про полицию, у меня опыт просто штрафа за переход дороги в неположенном месте, в котором я увидела, что это именно потому, что я не полька. То есть потому что перед нами перешел мужчина, но подъехали не к мужчине, а к нам. Я сказала, да, извините, пожалуйста, я была уверена, что здесь можно, вот же правило, узкая дорога, нет машин. Они говорят, нет. И они, как бы я ни говорила, они говорят, нет, штраф. Я говорю, слушайте, мы как бы тут приехали к вам, точно не нарушать права, вот, пожалуйста, давайте предупреждение, это все. Нет, он хотел штраф, и это было очень унизительно, и он сказал, что либо я оплачиваю на месте, либо мы едем в посторонок, что не является правдой, это я потом узнала. Они обязаны выписать штраф на месте, если у меня с собой нет денег. И только когда я сказала, окей, у меня с собой вот продукты детям, давайте я сажусь к вам в машину, и мы едем в посторонок, только тогда они одной дали штраф, а второй сказали, окей, предупреждение. И я вот тогда очень почувствовала эту уязвимость человека с опытом вынужденной миграции. Вот, поэтому я представляю, вернее, я не представляю, но если на это наложить еще и
вот эти все сложности, с которыми столкнулись политзаключенные, и это ментальное состояние, я представляю, насколько это может быть намного сильнее уязвимость. Поэтому да, и с одной стороны, я всегда говорю о том, что это выбор каждый, и если мы уехали, мы не обязаны все включаться там, в Беларусь, помогать и так далее. Но с другой стороны, Аня, почему помогающих людей так мало, и что можно с этим сделать, чтобы люди больше включались? Можем ли мы что-то с этим сделать? К сожалению, я думаю, что мы ничего сделать не можем, потому что заставить людей помогать ты не можешь. Это или какой-то зов сердца и души, да, и ты помогаешь кому-то и делаешь, или это, ну, или это действительно зарплата, на которую люди приходят и выполняют свою четкую работу, да, есть какие-то там проекты, ты работаешь, и на проекте, пожалуйста, вот тебе зарплата, работай. К счастью, я не беженка, да, я нахожусь в Германии давно, я говорю по-немецки, и, к сожалению, с другой стороны, Германия принимает очень мало белорусских беженцев, очень мало, да. Параграф 22, по которому ты можешь попросить политического убежища, это просто наша боль, и мы все организации, которые работают на Беларусь, боремся. И вот 20 числа мы опять идем в МИД Германии, где будет присутствовать МВД Германии. Мы будем опять стучать, стучать, стучать. И про 22 параграф, и по новому закону о документах, потому что сейчас будет огромная, большая дискуссия с немецкими политиками, потому что на низшем уровне они все боятся принимать решения, приходя, я уже вот все выходные просидела, проговорила с людьми, которые приходят получать документы или там говорить, что мы не можем поменять дома паспорта. Они говорят, почему? Езжайте домой, у вас же нету войны, да, или там еще что-то. Это становится... Мы боремся с этим, да, но, к счастью, если мы вывозим человека по политическому 22 параграфу, это гуманитарный параграф, и можно работать, и у них есть все права немецкого гражданина сразу же, они получают социальную помощь, им дается общежитие или им дается какая-то квартира, им даются деньги, можно выбить отдельные деньги. Вот у меня сейчас такой случай. Парень выбил себе деньги на зимнюю одежду дополнительные, потому что он приехал летом с одним маленьким рюкзачком и так далее и тому подобное. Но Германия не принимает политических беженцев. Их просто по пальцам руки можно пересчитать. Возвращаясь к вопросу о помощи, я считаю, что должны писаться проекты, в которых должна быть предусмотрена зарплата людям. А, Нельзя заставить человека работать в проекте и плюс еще заставлять его работать бесплатно, да, или там не заставить, а чтобы он пришел работать в проекте, у любого человека должна быть мотивация, да, и даже если ты помогаешь политзаключенным, если ты помогаешь людям, вышедшим из политзаключения или еще что-то, или проекты по Беларуси какие-то, все равно у людей должна быть зарплата. Должна, потому что люди должны иметь какую-то мотивацию. Чем дальше мы отходим от 2020 года, чем, вот как Оля правильно сказала, это уже 4-й год, тем меньше люди верят, тем у большего количества людей опускаются руки. И все сложнее и сложнее бороться. Да? Еще мировая повестка не улучшает нашу позицию, и поэтому становится все сложнее и сложнее. Поэтому я вижу единственной мотивацией привлекать больше людей, если мы будем писать проекты, в которых мы будем прописывать оплачиваемые места. Да? Вот как, например, у меня, я руководитель проекта, и когда мы писали проект, мы прописали работников, мы прописали зарплаты, и ты работаешь, у тебя есть зарплата, и ты понимаешь, что там, если вдруг что-то случится, ты все равно, у тебя все тылы закрыты, у тебя есть зарплата, да, и ты можешь работать на Беларуси спокойно. Поэтому я считаю, что вот
нужно делать так. Мгм. Спасибо, Аня. Да, мой вопрос, конечно, ни в коем случае не к тому, в том числе, это я адресую сейчас слушательницам и слушателям, не в том числе, не для того, чтобы давайте включайтесь, да, потому что я хотела скорее подтвердить тезис и эту теорию, что действительно очень мало сил, с одной стороны, с другой стороны, большая усталость, с третьей стороны, я все-таки соглашусь, что вынужденная миграция, она, к сожалению, дает о себе знать, и это ни капли не просто, даже если это без опыта тюремного заключения это сложно, а с опытом тюремного заключения, думаю, это еще сложнее. И, наверное, да, наверное, пока мы не закроем вот эту базовую потребность какую-то просто в самообеспечении, в налаженном, не знаю, в налаженной зарплате, чтобы оплачивать жилье, там, детей и так далее, наверное, сложно думать о чем-то еще. Но при этом я как раз говорю о вот этой малой помощи, о том, что то, о чем ты говоришь, Аня, я думаю, что это такие глобальные какие-то проекты, ну, это люди, которые занимаются только этим, это, безусловно, нужно, но я скорее говорю про какую-то минимальную помощь, например, что я всегда пропагандирую и всегда об этом говорю, что просто поговорить элементарно, ну, то есть иногда человеку достаточно просто, чтобы его за руку сводили там в УЗОН, да, там показали, как заполнить эту анкету. И вот как будто бы даже на это нет ресурсов. Можем ли мы ну, то есть что можно сделать? Только, получается, заботиться о себе и приводить себя в какое-то состояние, тогда будет ресурс помогать тем, кому это очень необходимо. Ты знаешь, у нас тут в Берлине очень мало политзаключенных, но я всегда говорю, ребята, не стесняйтесь, да, там все наши коллеги, которые немцы, это у них по-другому работают мозги, да, когда ты человек, немец, прожил всю жизнь у себя на родине, ты можешь помогать, но ты по-другому. Я все время говорю, наш офис открыт, я белорусская, я проходила там этапы, там, оформляла те же документы много лет назад, но ничего не поменялось. Да, я могу помочь, я могу кого-то с кем-то свести. Пожалуйста, приходите, не стесняйтесь. Мы, белорусы, очень стесняемся друг другу быть обузой, друг друга, не дай бог, что-то лишний раз позвонить, написать, да. Ам, Мне кажется, нам, белорусам, нужно научиться отстаивать свои границы в плане того, что друг другу сказать: слушай, у меня есть ресурс, давай вот я на этом этапе тебе помогу. Как только он у меня закончится, я тебе честно скажу, вот отсюда я больше помогать не могу, у меня закончился ресурс. Накоплю его, буду помогать дальше, да. Мне кажется, вот это важная мысль, что да, я тоже сталкивалась с тем, что люди часто не решаются даже начинать помогать, боясь того, что, ну, Да, как бы, а это непонятное, бездонное, как бы, дно этой помощи, непонятно, сколько ее будет, и поэтому лучше я вообще не буду помогать. это правда. Но чтобы люди могли восстанавливать свой ресурс, таких организаций, как Феникс, должно быть больше. Или мы столкнулись с Фениксом, знаете, с какой проблемой? Денег на Феникс мы найдем всегда, да, у нас набита рука писать эти проекты, что-то делать и так далее и тому подобное. Нам не хватает специалистов. Потому что молодые люди и девушки, которые работают со всего мира, работают в Фениксе, они сами очень часто выгорают. И через какое-то время они из Феникса уходят, говорят, потому что уходят из Феникса на какое-то время, там на год, на полтора, говорят, что мы, может быть, вернемся, может быть, нет, но пока нам нужно отдохнуть, да. И чтобы восполнять этот профессиональный ресурс в том же Фениксе, нам не хватает людей. Феникс обучает, но любое обучение длится от 2 до 3 лет. И вот сейчас мы как бы на подходе там, обучения первых выпускников школы Феникс, если можно так это назвать, чтобы специалистов становилось больше. Да. Нету специалистов именно по травме. Это новое направление, и оно восстанавливает людей. Настя, ты можешь это про себя сказать, да? Но вот это большая проблема. И таких, как Феникс, должно быть много, чтобы любой человек, любой волонтер, любой активист, даже просто любой гражданин пришел и сказал: ребята, помогите. И получил там своих 10-15 бесплатных сессий Феникса, когда тебя поддержат, когда твою травму из тебя вынесут. А правильно Оля сказала, что любая наша психологическая травма, она сказывается потом на состоянии нашего здоровья, да, травма остается в теле, и рано или поздно она выходит из себя болезнью. Поэтому с травмой нужно работать, травму нужно
пресекать на корню, да, для этого должны быть специалисты. Это какой-то немножко замкнутый круг, но я думаю, что мы совместно его поборем или разорвем. Да, что-то пока не очень оптимистически складывается итог нашей встречи. Да, я тоже с удовольствием подтвержу, потому что, получается, к Фениксу я обращалась дважды, один раз в Киеве, а другой раз вот как раз сейчас, как раз работая с той, кто обучалась в Фениксе. И действительно, но при этом я понимаю, что большое количество людей, зная, не обращается. И для меня вот это тоже вопрос, как особенно люди, которые до там, иммиграции, до заключения политического никогда не обращались, например, к психологиням, да, то и сейчас ну, люди думают, что это не про них или не для них, или что им это не поможет. И тут тоже вопрос, как это налаживать, но я бы хотела еще туда вернуться заодно, вот открывая как бы этот последний вопрос, да, как вы думаете все-таки, что мы можем сделать, чтобы менять ситуацию, вот с тем, что люди не обращаются, с тем, что не хватает ресурсов, в том числе людских. Но я хотела бы вернуться такое, что все-таки чуть-чуть просвет это есть, и есть организации, которые помогают, в том числе в узких темах. Вот Оля затрагивала тему домашнего насилия. Я бы все-таки хотела озвучить, что есть такая организация, как Olivia Help, которая помогает в ситуации домашнего насилия. Есть Феникс, есть организация «Справка», которая до сих пор консультирует юридически женщин внутри Беларуси по белорусскому законодательству, насколько, конечно, это в рамках законодательства возможно сейчас. Но у них также есть психологическая помощь именно в вопросах домашнего насилия. Проект «Когти Рогнеды», где тоже есть психологическая помощь при домашнем насилии. То есть, в принципе, есть, с одной стороны, вот Аня говорит, что не хватает людей, а с другой стороны, я знаю очень большое количество людей, которые как будто бы вроде и слышали, и знали, но не обращаются. Поэтому, насколько это возможно, исходя из вашего опыта, в том числе деятельности, такой, я бы сказала, все-таки активистской, потому что это деятельность, которая направлена на гражданское общество, что мы можем сделать, как с тем, чтобы с одной стороны, люди включались, сейчас я вот только еще договорю этот момент про включение, да, в помощь. Все-таки мы рассуждали о вот этой помощи такой глобальной, да, то есть когда там условно, ну, 100% своего там рабочего или свободного времени, которое я выделяю на активизм, я помогаю людям, да, но при этом я понимаю, что если у меня закрыты базовые потребности, если у меня есть зарплата, есть арендное жилье, да, это арендное, это не свое, как и у большинства было, да, в Беларуси, что может помочь людям, например, уделять выделенный час или два в неделю. Не 80% своего свободного времени, а буквально час-два. Просто мне кажется, если бы каждый хотя бы третье это делали, это было бы уже гораздо больше ресурсов. Поэтому у меня к вам вопрос, как вы думаете, как мы можем поддержать людей в желании помогать? Как мы можем поддержать людей в том, чтобы они обращались за помощью, потому что большое количество людей не обращается, а потом, к сожалению, это выливается в те проблемы, о которых в том числе говорила Оля. Вот. И, собственно, что еще нам нужно? Такое, как бы, такой вопрос, конечно, в подковырке, потому что нам хотя бы закрыть бы все, что есть, потребности. Но, тем не менее, что еще нам нужно, куда нам нужно смотреть? Смотри, я думаю, что люди не обращаются в психологическую помощь, потому что в Беларуси абсолютно была не развита культура психологического здоровья, да. Это, к сожалению, а, и с этим надо как-то работать. И поэтому я могу сказать, я не могу ответить на твой вопрос глобально, потому что я спрашиваю сама себя, и это, конечно, очень тяжелый вопрос, да, как попросить людей, каких людей попросить, чтобы они друг другу начали помогать. Но м, мы, вот Феникс, мы придумали комикс, который называется «Я могу. Как справиться со стрессом, преодолеть трудности и справиться с конфликтом». Там даны хорошие упражнения, там даны описания разных ситуаций, там идет отсылка к тому, как ты себя можешь чувствовать, как ты можешь себя восстанавливать и так далее и тому подобное. Это, наверное, первый такой маленький шаг для людей, когда они боятся психолога или говорят, ну, к психологам идут же слабаки, хотя бы взять в руку наш этот комикс, он достаточно увесистый, это такая книжка, открыть и, может быть, на досуге почитать.
Он пользуется огромным успехом, огромным. У нас даже запросили разные немецкие а, организации, такие как, например, полиция, да, им тоже стало это интересно, как справляться в конфликтных ситуациях. Мы находим на него деньги. И вот в Вильнюсе мы, когда встречались с Олей по рабочим вопросам, Оля запросила, например, какое-то количество экземпляров, чтобы распечатать и разложить в белорусских или в организациях, которые работают для белорусов, да. Оля, мы нашли деньги, я вот хочу сказать, да, нашли, и мы напечатаем какое-то там количество экземпляров, и я смогу тебе в Вильнюс передать там 300-400 штук на русском и белорусском языках, чтобы вы разложили, чтобы люди брали это. Брали, может быть, кому-то это надо взять домой и читать дома, и просто становиться психологически сильнее. А, ну, вот это вот такой маленький шаг, который может сделать Феникс, да, вот этот вот комикс, где люди могут находить психологическую поддержку для себя, если они боятся идти к психологам. Как, Мгм. как ответить на Я твой только вопрос хотела, глобально, да. я лично Мгм. затрудняюсь про поддержку, чтобы друг друга поддерживать, как просить людей, чтобы они поддерживали друг друга. Ну, тут скорее вопрос не просить, потому что просить это снова такой, знаешь, как будто манипулировать. Почему ты не поддержишь? Давай-ка поддержим. Тут скорее, да, что мы можем сделать в том числе для того, чтобы в целом наше общество стало, ну да, такой риторический вопрос, что Ты мы можем сделать, знаешь, чтобы да, наше общество стало ресурсным? да, смотивировать людей, чтобы они захотели помогать, да, или захотели, не знаю, включаться в работу по политзаключенным или, я не знаю, по людям, которые находятся в эксиле. Я не знаю, да. Я могу, потому что я не в эксиле, я совершенно защищенный. Так, единственное, конечно, не могу поехать домой, но у меня есть ресурс помогать. Не посредством работы и посредством личного времени. Я стараюсь помочь всем, кому могу. Я знаю, что белорусская диаспора здесь, в Германии, так сложилось, что белорусская диаспора в Германии сложена из тех людей, которые в Германию приехали по работе, по учебе. Мы все здесь оказались в нормальных условиях, начали какую-то жизнь, а потом случились события. И поэтому белорусская диаспора старается как-то помогать. Но, к сожалению, у нас очень мало людей, которые приезжают сюда в эксиль, да. Мгм. Аня, спасибо. Оля, собственно, к тебе этот вопрос. Я хотела только сказать про этот комикс. Мы разговаривали с Аней тоже перед эфиром. Я думаю, что Оля, возможно, представительство по социальной политике в том числе поделится сегодня на своей странице в сторис. Представительство уже скидывало аккаунт представительства, но мы сегодня, наверное, тоже скинем еще раз ссылку на этот комикс, который можно скачать Да. и посмотреть онлайн, но при этом как Аня уже сказала, что будут еще напечатаны эти комиксы. Это будет очень здорово. На всякий случай, не знаю, если здесь люди из Беларуси, аккаунт Клопот Бай признан экстремистским материалом. Если вы из Беларуси, то, пожалуйста, не подписывайтесь, не лайкайте, не репостите. Но если вы зайдете посмотреть на этот комикс, то можно его, я думаю, скачать. Он не является экстремистским материалом. Оля, тогда вот, собственно, тебе слово. Что бы ты сказала по поводу всеобщей поддержки? Но эта мысль про освобождающие организации уже очень меня, например, вдохновила. Надо думать в ту сторону, не знаю, как, правда. Хотела сказать, пока не является экстремистским материалом комикс. Судя по абсурдности вообще критериев признания, вообще не удивлюсь. На самом деле, пока я слушала вашу дискуссию, я вот подумала, что я не готова думать так глобально и масштабно, потому что вряд ли наше ментальное состояние как-то в корне сильно изменится в ближайшее время. Но я, наверное, не соглашусь, Аня. Мне кажется, что у белорусов очень экстремально резко возрос запрос на психологическую помощь. По крайней мере, об этом говорят те, кто открывает такие услуги у себя в организациях, в инициативах. Я сама раньше говорила, что у нас... Да, я буду рада потом тоже послушать людей, которые нас слушают. Спасибо, Ирина, за твое сообщение в чате. Я быстренько.
Я раньше тоже постоянно говорила, что низкий уровень такой осведомленности о том, что такое психологическая служба, чем психологи отличаются от психотерапевтов, психиатров. Но по последним данным запрос превышает предложение. Это правда. Организации открывают места, там новые заявки собирают, и просто в считанные часы эти заявки закрываются. Это говорит о том, что все-таки люди обращаются за помощью, они уже больше понимают, ну, либо доведены уже, конечно, до отчаяния со своим состоянием и просто вынуждены. Поэтому я не готова сейчас обсуждать вот этот масштабный вопрос, я не готова обсуждать, как тяжело финансово в изгнании. Это все мега огромные проблемные штуки, и я не думаю, что у нас задача как бы решить их сегодня. Мне кажется, что когда я думаю про женщин-политзаключенных и вообще тему нашей сегодняшней встречи, мне кажется, что ну, вот это то, что в Беларуси уже ликвидировано и вынуждена поданная на самоликвидацию 1441 организация, это, безусловно, случилась катастрофа для гражданского сектора белорусского, потому что много организаций восстановили свою деятельность, но вот мне интересно в процентном выражении, сколько это, потому что на самом деле нас было 1500, ну вот активно работающих, и уже почти все уже, по сути, ликвидированы. Но в изгнании не так много контактов в чатиках. Знаете, есть чаты, где НГОшники собираются. Так вот, я в нескольких чатах состою, там не так уж много инициатив. То есть, по сути, наверное, не очень значительный процент отстроились. Но вот смотрите, когда мы говорим про женщин-политзаключенных, мы же говорим не просто про каких-то женщин-универсалок, да, у нас разные жизненные обстоятельства, у нас есть женщины пенсионного возраста, у нас есть политзаключенная, которой 75 лет, и она получила 3,5 года колонии. У нас есть вышедшие политзаключенные пенсионерки, и если они приезжают, эвакуируются, очевидно, что они не будут получать белорусскую пенсию в странах ЕС. У нас огромная проблема. У нас есть женщины-политзаключенные с инвалидностью, не только там, как Галина Дербаш, моя подопечная, есть очень много тяжелых диагнозов, с которыми люди находятся в заключении, и даже если у них не установленная законом инвалидность, не значит, что у них нету как бы ухудшения значительного состояния здоровья. И на прошлой неделе вот вышла новость, ладно, не вышла новость, но нам известно, что в заключении, например, находится сейчас белоруска, у которой инвалидность, ограниченная мобильность, она в инвалидной коляске. Вот. И все эти люди это тоже часть определенных сообществ. Там про ЛГБТК плюс сообщество я уже говорила, да, и там про тех представителей, которые оказались в заключении. У нас очень много вот этих пересекаемых тем, помимо того, что это женщины-политзаключенные. И может быть созданием каких-то идей, которые нас объединяют с такими сообществами, можно было бы расширять круг заинтересованных. Там, не знаю, инициативы организаций, которые помогают людям с инвалидностью, просто прийти к ним и говорить: алло, у нас есть политзаключенные с инвалидностью. В ЛГБТК плюс инициативы приходите и говорить: слушайте, представители нашего сообщества в повышенном риске. Вы же знаете, что сообщают правозащитники и те, кто документирует пытки. Там происходит полная катастрофа каждый день с такими людьми. Там, не знаю, люди пожилого возраста, это еще какие-то инициативы. Не знаю, ну то есть же, я уверена, какие-то феминистские организации, международные ассоциации, мощные движения. Обращались ли белорусские феминистки, например, по поводу феминисток политзаключенных? Да, мы же прекрасно знаем, что там сидит Дарья Афанасьева, там, ну и другие девчонки, которые там те же представительницы анархистского движения.
Ну, то есть как бы мы как будто один в поле воин, да, как бы разбираемся со своими делами, проблемами, пытаемся быть полезными, но, как я уже сказала, по моим ощущениям, наших действий недостаточно, потому что масштабы колоссальные. И, может быть, нам станет понятнее, и идей придет больше, и каких-то компетентных людей подключится к движению больше, если мы начнем объединяться между сообществами. Вот, например, Белорусская ассоциация политзаключенных. У нас есть тут на звонке представители. Я вот пару дней назад общалась с одним из представителей этой инициативы, и такой интересный вопрос возник. Мне раньше в голову это не приходило. Окей, мы не можем покрыть все необходимые медицинские нужды вышедших политзаключенных, которые в эвакуации, а давайте найдем ресурсы и оплатим им хорошую медицинскую страховку на год. Просто каждому. Пускай идет по врачам, пускай сдает анализы, пускай залечит зубы. Просто самый дорогой пакет медицинской страховки. Это по итогу, может быть, даже выльется и дешевле, учитывая состояние здоровья высших политзаключенных, которые там уже годы провели. Ну, то есть какие-то вот такие идеи, они приходят, они не видны на поверхности, но они приходят, когда ты общаешься с сообществами. И, чем больше я вас слушала, тем больше понимала, что, наверное, наша история будет про объединение. Ну, во-первых, это исторически так было всегда для белорусов. Мы не потомки варваров, мы потомки талаки, солидарности и взаимовыручки. И, возможно, это даст нам новую энергию, новые ресурсы на то, чтобы больше помогать и большему количеству людей. Спасибо.